этой игры. Вот это нужно мужскому уму. Постоянная игра с женщиной. Как только игра с женщиной заканчивается, для мужчины отношения перестают быть волнующими. Они переходят в другую стадию. В стадию привычки, в стадии глубокой любви. Это, в любви игра не нужна. В любви можно сидеть просто тихо, молча. Он читает книгу, а вы смотрите на Фейсбуке какие-то новости, и при этом быть в отношениях. Но кроме любви должна быть еще все время немного присутствовать эта влюбленность, сексуальность, игривость. И это ваша работа. Я говорю, работа – это ваша инициатива. У мужчины этой инициативы не так много. Я вспоминаю много историй, я их коллекционирую. Мужчина приходит домой, и дома надутые шарики. Такие гелем надутые шарики висят. Он говорит, а что у нас за праздник? И она говорит, милый, я хочу подарить тебе секс без предохранения. Там как колпачок или что-то она такое установила. И он говорит, посмотри, что это за шарики. Он смотрит, а это надутые презервативы. Она говорит, все, можешь, дает ему иголку, можешь их лопнуть все. Теперь у тебя есть подарок на долгие годы. Она ему подарила секс без предохранения. В этой семье, это случилось как праздник. Кто это придумал? Пойти к гинекологу и поставить колпачок, делают многие. Начать пить таблетки, чтобы не забеременеть, делают многие. А вот сделать из этого праздник, додумалась она одна. Я понятный пример привожу? Секс в большом городе. Есть такой момент, когда я сам фильм, к сожалению, не посмотрела, поэтому те, кто его любит, я не смогу вам даже назвать, как зовут героиня, но помните, одна муза, одна хозяйка, одна королева, одна любовница. С которой та любовница, она ждет своего возлюбленного и у себя на теле разложила суши. Такой, не банальный ход, но он пришел очень поздно, и ей пришлось, по-моему, она их съела сама, но искать инструменты, которые сделают вашу жизнь сексуальную, интересной, это то, что влияет на мужской ум. Это такое вау. Или вот эта история про записочки, помните, я вам рассказывала в начале, я ее знаю со стороны женщины. То есть он приходит, ему в Вайбере уже сообщение, не включай свет, дверь открыта, я тебя жду. Он заходит, там свечи, проложена дорожка. Он снимает пальто, тут какая-то красивая записочка, в смысле, раздевайся, заходи. Там что-то он еще открывает, и в конце концов он заходит, там небольшая трехкомнатная квартира, но это же интересная игра. И он заходит, и его женщина лежит на мехе, обнаженная, устланная розами, и ждет его. У него такой подарок. Я не знаю, будет там секс или не будет, но то, что это было прикольно, я принимаю. Это могут быть не такие большие игры, это может быть, знаете, какой-то малюсенький элемент, это может быть что-то, намек на игру. Но вот для мужского ума нужна почва. Мужчине нужна интрига, а женщине нужно наслаждение. Я сейчас приведу пример. В Стамбуле с 10 апреля у меня будет тренинг про принцесса специй, про афродизиаки. То есть неделя просто про афродизиаки, все про афродизиаки. Все попробовали, все почувствовали. Я расскажу теорию, то есть какую сексуальность открывает какой афродизиак. А другими словами, какое наслаждение ты можешь получить, какой вкус наслаждения, какой вид наслаждения. Вот ты как женщина хочешь все время нового наслаждения. Я так, знаете, обращаюсь к этой сейчас аудитории. Кипр, вечер, да, шум моря, чайки. Мы сидим в ресторане на открытой площадке и кушаем устрицы.
Это наслаждение. Это афродизиак, который, он даже не в вагину, он даже не в половые губы, он сразу в соски поднимает сексуальную энергию. И это очень такая, знаете, сексуальная энергия, именно про страсть, про такую страсть, знаешь, когда хочется разорваться, сорвать себе всю одежду и схватить этого мужчину и тискать его, потому что очень чувственность, способность чувствовать и ощущать, как от наркотиков, это устрицы включают. Вот тебе это надо. Ему игра, а тебе новый вкус в наслаждении. Но если это устрицы будут каждую неделю, и ты вот так будешь, тебе надоест. Потому что мужчина хочет насладить свой ум, а мы хотим насладить свое тело. Поэтому мы все время ищем новые крема, новые массажи, новые спа, новое, что насладит наше тело. И это, напитывает нас. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.